Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Подключилась с утра пораньше показать свои масштабы. В предыдущем вязалоге я показывала, что вязала вот такие вот детальки, ушки. Вот эта корзиночка. И вот такие вот у меня проблемки. Не знаю, как так получается, но каждый раз я вяжу и ничего не собираю. Вроде бы стараюсь связать игрушку, ее и собрать. Но после парочку игрушек я, собрала две лягушки, да, и, в общем, сборка у меня тут приостановилась. У меня вот есть ушки, здесь у меня есть вот такие детальки для единорожек. Надо все шить, пришивать, но мне не хочется. Не знаю, что с этим делать. И вот так у меня выглядит рабочий стол, когда я не собираюсь снимать видео. Да, а вот уже перед съемкой я расчищаю себе тут местечко, чтобы можно было где-то что-то показать. Вот так вот. Думаю, подключусь, вам покажу свои тут страсти-мордасти. Сегодня встала пораньше и вот буду все пришивать. Прям буду целый день шить. Чтобы в следующий раз мне было уроком собирать игрушку сразу. Вот. Буду сама себя воспитывать. Так, ну что-то я отключилась и совсем даже не показала, что же я здесь вяжу. В общем, а здесь у меня вот такие вот заготовочки, практически полноценные игрушки. Остается только закрыть их и привязать, нет, пришить. В общем, пришить ушки, хвостик, ну и сделать оформление там утяжечки и все такое. И будут у меня вот такие вот собачки. Так, ну вроде бы видно, да? Вот такие вот будут спаниельки. Одной рукой, конечно, не показать два уха. Ну, чуть позже в этом же видео я покажу вам готовые работы. Будут не только спаниельки, но еще другие собачки. Ну вот вроде бы она такая же, да, но тут некоторые есть изменения. И это будет корги. Вроде бы как бы одно, но не одно. Да. Так. Будет у меня тут 3 штучки корги. Вообще там много игрушечек надо, но, так сказать, в этой партии у меня, наверное, будет 9. А может быть 10. Ну, в общем, посмотрим. Здесь вот у меня зелененькие глазки я поставила. Здесь голубенькие. Ну, смотрела, чтобы сочетались. Еще у меня начата вот такая заготовка. Все-таки решила, наверное, собрать еще одну. А потом уже буду все пришивать. Пока сейчас хороший такой дневной свет. Ну, относительно хороший. Вот, и пока можно из черной пряжи повязать, то я, в общем, свяжу. У меня тут совсем немножко осталось. Тело у меня тут практически готово. И, в общем, все это надо собрать. Кстати, впервые работы со шплинтами. Ну, в принципе, у меня уже был опыт работы со шплинтами, но там буквально 2 игрушки я делала, и мне не очень понравилось. А в этот раз я все-таки разобралась в этом моменте и очень, ну, удобно, я бы сказала, да. Заглушки, конечно, плохо закрываются, но я приспособилась прогревать их зажигалкой и вот так катушкой ниток, ну, прижимать их, в общем, и они защелкиваются хорошо. И также вот такие вот глазки я теперь тоже вот так вот прогреваю и защелкиваю. Вот, так сказать, приноровилась, все у меня получилось. Я знаю, что есть еще какой-то инструмент, но для меня
Ну, то ли дороговато, я не знаю, то ли не хочется тратиться. В общем, пока и так сойдет. Вроде бы много, конечно, сейчас использую такие глаза, и, может быть, и надо было бы этот пассатижи эти такие специально купить. Но 2000 и там доставка, ну, как-то не знаю. Не готова пока к такой покупке. Так, давайте еще покажу. У меня вот здесь две заготовочки на обезьянок. Вот такая вот девочка будет и вот эта мальчишка. Ну, уточек не буду показывать, потому что, ну, вы их все видели, знаете. Там будет 3 единорожки, 3 панды и вот 2 уточки у меня уже готовы. Так, еще спаниелька будет вот такая вот коричневая, ну и черненькая. Глаза так интересно выглядят. Так, ну, вроде бы все. Увидимся в следующем подключении. И пока это все я не сошью, подключаться не буду. Супер мотивация. Угу. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness. Думала уже, не буду снимать сегодня видео, но не могу просто отправить эти игрушки без съемки видео. Надеюсь очень, что картинка будет не совсем темная и не очень шумно будет видео, потому что на улице совсем темно, непогода, и, в общем-то, сегодня суббота, дети орут, и без этого никуда. И вначале немножко пошуршу, потому что
Ну, в общем, уже начала запаковывать игрушки, потом думаю, ну нет, все-таки буду снимать видео, потому что есть новые игрушки, которые я не показывала, и, ну, надо их показать. В общем, первые игрушечки это вот такие вот пандочки, а точнее уточки в костюме пандочки. Вот, потому что есть клювик. Это уточки Ляли по мастер-классу Екатерины Николаевой. Ссылочки на все мастер-классы, которые я буду показывать в видео, будут под видео в описании. В заказике у меня 3 вот такие вот красоточки. Ну, я думаю, вы их уже видели. Знаете, здесь вот такой вот хвостик. Я его вышиваю. Вот. Ну, в общем-то, вот так. О, солнышко вышло. Так, это первые малыши. Далее у меня вот такая вот корзиночка. Смотрите сразу, как кадр поменялся, когда есть солнышко. Так. Это тоже уточки, но только я мастер-класс немножко переделала и одела уточку в костюм единорожки. Вот такая вот единорожка. У меня 2 сиреневых. Капюшончик снимается. Здесь я уже показывала, у меня вот такие вот узелки. Потому что по-другому я не могу. Я хочу, чтобы было все надежно, крепко держалось, в общем-то. Хвостик у меня здесь на 3 кудряшечки. Вот такая вот розовенькая. Ну, только кудряшки я здесь немножко цвет меняю. Ну, не знаю, видно на камеру, нет? Ну, просто мне кажется, вот этот светло такой голубой, бирюзовый, он сюда не подходит, поэтому... Точнее, вот сюда бирюзовый подходит, а вот этот светлый сюда не подходит. Ну, в общем, это не важно. Вот. И новиночка, хотя я уже, наверное, в том видео показывала. У меня была одна лягушечка. Вот. Кстати, у меня видео спрашивали... Ну, я там, в принципе, ответила, но вдруг еще кому-то будет интересно. Вообще, я вот эти маленькие игрушки вяжу из Yarnart Dolce Baby, которая ниточка тонкая. Но в Yarnart Dolce не все цвета есть в палитре. Допустим, там зеленого нету красивого. Но вот такой красивый фисташковый, зеленый, салатовый. Ну, в общем, вот такой красивый лягушачий цвет есть в тонком Volans Bunny Baby. В общем, неправильно говорю. Там Volans Bunny Sweater. Вроде так. Вот. Или, может быть, свитер. Потому что я думала, как правильно читается на английском это слово, но все-таки надо читать по-турецки. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому, в общем, буду называть эту пряжу Volans Bunny Sweater. Вот. Лягушки классные, заказчице понравились. Я одну отправила, и вот у меня еще заказали. Так, в общем, эти малыши ждут упаковочки, и этих я беру. Так. У меня, кстати, в этом видео будет не особо много игрушек, но зато есть новенькие. Например, вот такие вот обезьянки. Это мастер-класс Чирка Тойс. Так, Черкова. Екатерина Черкова, наверное. Ага, нашла. В общем, мастер-класс это автор Екатерина Черкова. Оказывается, очень много Кать, Екатерин, очень творческих, которые вяжут и делают мастер-классы. Уже не первый мастер у меня по имени Катя. Да и вообще меня очень много окружает всяких Катя. И сестра у меня Катя, и подруги, знакомые, и, в общем-то, много-много Кать. Наверное, это такое популярное имя во все времена. В общем, вот такие вот обезьянки у автора. Я, кстати, посмотрела идею у
Марии Шторниковой, что она распечатывает мастер-классы по 2 листочка, по 2 странички на одном листочке. И мне так понравилась идея, что я теперь мастер-классы вот так печатаю. И, в общем, меньше листочка получается тратится, да, и более компактный такой вариант. В общем, понравилось. А то я обычно печатала вот так вот на всю страницу. И постоянно там листаешь, ищешь. Так. Итак, вот такие вот обезьянки. Вяжутся очень такие быстро, я бы сказала, потому что здесь хвостик, ручки, ножки ввязываются. Хвостик, чубчик вывязывается вот этот. Пришивается, правда, голова и ушки. Ну, с ушками вообще никаких проблем нету. Они так легко пришиваются, но голову главное наметить спицами, чтобы она была ровная, и пришить. Вот такая вот игрушечка. Интересно, здесь вывязывается мордочка. Я так еще не вывязывала. Ну, как-то не приходилось. Глазки здесь вот такие вот зелененькие. С цветной радужкой. Ну, в общем, как у автора на фотографии было, так у меня и заказали. Потому что игрушка новая, и я таких не вязала. Так, я сначала связала мальчика и девочку, но потом попросили еще одну девчонку. Она им очень понравилась. Игрушка может сидеть вот так вот. Ну, либо, знаете, такая для самых маленьких. За ручку, за ножку, там, за хвостик можно вертеть, с собой таскать. Ну, такая милая игрушечка. Здесь вот платьюшко вывязывается. Ну, в общем, я не засекала времени, сколько она вяжется. Но, допустим, вчера вечером я связала все детальки, а сегодня собрала. Ну, вот как-то так. Ну, вечер у меня длинный, немножко заходит в ночь после 12. Но зато я утром люблю поспать. Да. Выпровожу дочку и потом еще немного дрыхну. Да, вот такая вот я плохая мать. Так. Ну, в общем-то, ой, это голубые глазки вот такие. Старалась тут ротик вышивать, но иногда плюш заходит. Вот здесь вот тоже кажется, что не полный ротик, но он там вышит полностью вот до туда. Но прячется. Вообще не знаю, как оно в посылке дойдет, но... Ну, как-то так. Пусть будет, как будто косо улыбается. Так, не знаю, похожи они или нет. Ну, обычно у меня игрушки максимально похожи, потому что я стараюсь вышивать и глазки, и бровки в одних и тех же точечках. Допустим, если вышила здесь ресничку, то через 2 столбика вышиваю бровку, и потом на этой же игрушке я все точно так же делаю. И у меня тогда игрушки получаются максимально одинаковыми. Вот. В общем, мастер-класс платный, ссылочка будет под видео. Вот. Так они мне нравятся. Вот этому малышу, конечно, что-то не хватает, но... Ну да ладно, просто эти очень красивые такие. Кстати, напишите мне в комментариях. Вот смотрите, обезьянки вроде бы одинаковые, да? Только это мальчик, это девочка. Как бы вы поставили цены? Одинаковые, либо разные? С учетом того, что, вот смотрите, здесь же юбочку мы еще вяжем, но как бы игрушка одинаковая. Так. Хотя вот это из волн связана, она немножко меньше, а вот это из дольче. Но если не смотреть на размер, просто я имею в виду этот мальчик без юбочки, да, это с юбочкой. Здесь немножко больше материала и... Ну, юбку еще надо 2-3 ряда, да, связать. В общем, напишите, мне будет интересно. Поставили бы вы цену одну, либо разные за счет юбочки. Так.
Ну и следующая корзинка, наверное, самая интересная. И у меня она не одна, а их целых две. И сразу солнышко пропало, потому что собачки и так сами по себе солнечные. Так, не знаю, как показывать. Их, конечно, лучше показывать в другом ракурсе, когда они стоят на столе. Ну да ладно. Я вам, наверное, сейчас покажу так вблизи, а потом покажу маленький кусочек, сниму какой-нибудь, как они стоят на столе. Итак, это вот такие вот собачки. Детальки на них я уже показывала в предыдущем видео, а именно показывала вот такие вот ушки, вот эти вот ушки. И даже пару человек угадало, что это будут собачки. Вот такие вот милые корги. Так, конечно же, это платный мастер-класс, называется «Крошки на ладошки». Автор Ирина Ремеслова, либо Ремеслова. Ну, в общем-то, извините, никогда не слышала, не знаю, как ставится ударение, да, и вообще у всех фамилий свое звучание. Кто как хочет, так и, в общем-то, ну, в общем, как в семье говорят, так потом и называют там Ивановы, либо Ивановы, а пишется-то одинаково. Да, вот. Такие вот дела. У автора очень много зверюшек на 4 лапках. Вот я сейчас связала партию вот этих вот. И потом мне еще нужно будет связать тоже по подобному мастер-классу, только, в общем, надо будет еще приобрести его. Будут хаски и овчарочки. Тоже вот похожие собачки, но другая порода. Итак, корги у меня 3 штучки. Вот такие вот. Я, кстати, могу даже сказать, что это, наверное, самая сложная игрушка, которую я вязала. Сложную в плане того, что не как она вяжется, а по оформлению, по утяжкам. Допустим, первый раз я использовала, ну, не первый, второй, наверное. Ну, первая игрушка у меня там лисичка была на суставах. И вот это уже большое количество, как бы спустя там, наверное, года 3 я, ну, в общем, раньше не пользовалась суставами. В общем, ножки, ручки подвижные, и даже вот голова, она тоже на шплинте. Ну, просто шикарный мастер-класс. Я, кстати, изначально думала, что буду делать нитяное крепление, но потом, когда уже приобрела мастер-класс, посмотрела и думаю, ну нет, не буду я это заморачиваться. Вдруг там как-то неправильно лапки стянутся, что-то у меня не получится, или будут не такие симпатичные собачки. И все-таки заказала шплинты, точнее суставы, наверное. Ну, в общем, не знаю, сейчас я вам покажу. Суставы, наверное, да, называются. Пришлось покупать мне немного подороже, чем обычно можно купить на Алиэкспресс. Но мне нужно было, чтобы они быстро пришли. Вот. Побольше, поменьше, 3 вида суставов используются. Носики пришлось на Валберес заказать. Такие вот большие. Потому что те, которые я заказала, они были маловаты, но, в принципе, я их тоже использовала. Вот. Так. Не знаю, что тут рассказывать. Игрушка шикарная. Глазки вот такие вот блестящие. Много здесь моментов оформления. Грудку надо пришить. Вот этот ремешок. Ну, как бы... Там-то и так все хорошо смотрится, да, но в мастер-классе был он, на фотографии был, поэтому, ну, в общем, я всем вот такие ошейнички связала. Я бы сюда, конечно, еще что-нибудь бы повесила, но у меня нету ничего такого. Ну, и это все дело не закладывалось в цену. Я и так немного продешевила с ними, потому что назвала цену раньше, чем связала игрушку. Вот. Ну, в общем, больше так делать не буду. Я обычно вяжу одну пробную игрушку и потом говорю ценник. А в этот раз что-то пошло не так. И я такая посмотрела
в описании, что написано игрушка 14-15 сантиметров. Я думаю, ой, она маленькая, не стоит за нее много брать. Но оформление выходит дольше, чем вязать. Так, давайте замеряем. Ну, вот так, смотрите. От ножки до носика у меня получается 16 сантиметров. И в высоту где-то 14-15. Вот. Что хочу сказать. Мастер-класс не для новичков. Вот. Да, потому что вдруг сейчас посмотрите и побежите покупать. Рассчитывайте свои силы, опыт и умения, потому что мастер-класс неподробный. Даже вот при вязании лапок, например, идет первый, второй ряд, а третий смотрим видео. Там сделали лапку, не показывается ни где сустав поставить. Просто написано в каком ряду, допустим, да, а вы сами регулируете там влево-вправо, как ножку эту сделать. Также вот здесь, когда мы вяжем, тоже, допустим, один из рядов не показано попетельно, как связать, просто, ну, видео, так сказать, на словах рассказано. Ушки тоже никто не показывает, как пришивать. Поэтому, если вы новичок, то, ну, не знаю, мне кажется, было бы сложновато. Но в целом, ну, допустим, я разобралась, я думаю, кто связал хотя бы 10-20 игрушек, тот, ну, из плюша, конечно, тот разберется и все свяжет. Здесь несколько утяжек, ну, такая, в общем-то, классная, но сложноватая игрушечка. Далее вот такие вот милашечки. Просто смотрите, какая мордашка. Я, кстати, вам после этого кусочка вставлю кусочек, где собачка у меня не собранная. Хотя, может быть, я его раньше вставлю. Ну, в общем, посмотрим. А где у меня собачки не собранные. И там она совсем по-другому выглядит. Когда нет утяжек. Совершенно другой вид у игрушки. Это спаниельки, и у них разные глазки. Вот солнце ушло, и не так видно. Вот эти вот зелененькие и вот голубенькие. Ошейнички у всех разные. Ну, здесь под глазки делала. Тоже все так же на суставах, да. Все крутится, вертится. Так. Хвостик пришивается. Ну, такая, в общем-то, долгоиграющая игрушечка. Так. Вот так бы показать. Ну, я думаю, сниму вам еще кусочек. Главное не забыть, потому что мне надо сегодня их уже отправить. Так. Еще надо упаковать. Так, следующие спаниельки это вот такие вот милашки, коричневые. На видео, возможно, немножко светлее кажется, но это цвет 40 Воланс Bunny Baby. В общем-то, ну, потемнее вживую. Хотя, может быть, в конечном результате на видео будет и правильно цвет передаваться. Ну, в общем, такая темненькая. Здесь такие интересные зефирные ушки. Они вяжутся не так просто, как, допустим, у обычных зайчиков. Там берут, знаете, крючок побольше и вяжут. Нет, здесь именно, ну, некий узор, который дает такой эффект. Но, несмотря на это, они довольно-таки быстро вяжутся. Так, в общем, не знаю, что тут рассказывать еще. Помню, что-то какой-то момент был интересный. Хотела не забыть его рассказать, но что-то забыла. Да, наверное, вот прям такую заставку надо будет сделать. Красивая. Так. И самые мои любимые, это вот такие черненькие, несмотря на то, что они черненькие.
Это вот такие вот спаниельки с такими шикарными ушками. Просто посмотрите. Не, ну мало того, что они на вид красивые, они еще очень-очень приятные. Вот такие вот милые песики. Даже не знаю, мальчики, девочки. Ну, это, наверное, мальчик с карими глазками. Хотя ошейник розовый. Ну да ладно. Там просто на фотографии был он розовый. Ну, а вот здесь вот красный. Я думаю, красный как бы и мальчикам, и девочкам подходит. Как бы такой универсальный ремешок. Ошейничек. Вот так смотрится. Кстати, там у корги ножки покороче, у спаниелек подлиннее. Вот. Ну, очень шикарно, но вязать было сложно, потому что приходилось вязать только днем при хорошем освещении. Наверное, покажу. Ушки я вязала из вот такой вот ниточки. Вдруг кому-то понравится такой эффект. Я думаю, такие ушки можно и зайчику связать. Ланоса сингл. Ну, не знаю. Цвет, наверное, 960. По составу это полиамид и полиэстер. 70 метров в 100 граммах. Ну, я вот связала, получается, 4 ушка. И у меня здесь немножко осталось. Где-то грамм 40 уходит на ушки. Ну, такой большой расход. И смотрите, здесь вот такая вот ниточка. Вязать с нее, конечно, не очень удобно. Но автор показывает видео, способ, по которому можно, ну так, более удобно вязать. Но мне было очень сложно, потому что я вяжу полукрестиками, а там какой-то другой захват нити. Ну, в общем-то, долго, нудно, но я все-таки ушки связала. У меня, кстати, еще заказывали этих спаниелек в другом цвете, но я пока не нашла, где купить пряжу другого цвета. Мне нужен розовый, либо белый, либо тот и другой. Но я просто думаю, если розовый не найду, то хочу предложить белый, потому что белый проще найти. Вот такая красота. Мне прям очень нравится. Хотя вот когда вяжешь и нет еще ни утяжек, ничего, я прям боялась, что у меня игрушка не получится. Но нет, оказывается, не все у меня потеряно, все хорошо получилось. Так, вроде бы это и все. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day,
На сегодняшний день это все, что у меня связано. Вот единственное, что у меня еще начато, это ушки для зайчиков по мастер-классу Екатерины Карамановой. Вот. Но сейчас я этот заказ закончила и буду параллельно еще вот этот вязать. Мне снова нужно там 10 зайчиков связать. Есть и новенькие игрушки. Но это у меня, знаете, походной набор. Мы когда куда-то едем, я беру такую сумочку, крючок. Здесь у меня маркеры вот такие вот валяются, просто обрезки. Вот. Ложу сюда моточки, которые мне нужны, и вот в дороге вяжу такие детали, которые не нужно набивать. Вот. Ну, это все уберется. Просто там на дне пушок. Так, вот такие вот у меня делишки. Еще буду вязать кучу семечек. Ну, не кучу, ну, в общем, там. В общем, есть у меня там списочек, который мне надо по порядочку вязать. И также между этим я буду начинать новые игрушки. Они будут вот такого зеленого оттенка. Все это разные оттеночки зеленого. Вот. И это будут не елочки. Вот. Хотя скоро Новый год, и надо бы елочка, да? Но нет, это не елочки. Вот. Буду чередовать немножко теперь плюш и полухлопок, потому что я люблю, конечно, и с того, и с другого вязать, но, честно говоря, меня вот эти вот собачки немножко утомили. Но зато в последние деньги я уже сразу вязала игрушку и оформляла. Потому что у меня вот дурная мода сделать кучу заготовок и потом их сшивать. А сшивать я не люблю, и у меня приходится, что целый день уходит просто на сшивание, и меня это вгоняет такую, ну, не в депрессию, но, в общем, грустненько так сидишь, шьешь, оно как-то медленно шьется, потому что связать для меня это намного быстрее, чем все собирать и сшивать. Вот такие вот делишки. Подготовила здесь уже пакетики. Вот такие вот 20 на 30. 15 на 20. И буду сейчас все это дело упаковывать и отправлять посылочку. Вот такие вот делишки. Так что, надеюсь, я не буду теряться. Хотя обычно, если говорю не буду теряться, то я потом куда-то теряюсь. И видео не снимаю. Вот, но буду стараться, конечно, что-то снимать, если ничего не приключится криминального. Вот, мое любимое вот. И говорю всем огромнейшее спасибо вам за просмотр, за все-все-все. Спасибо, что меня смотрите, слушайте мою ерундень, потому что, ну, у меня сейчас совершенно нет времени на мастер-классы и что-то другое, кроме как показать вам готовые работы, какой-то там вязовлог снять. Вот. В общем, убегаю, и, может быть, в конце вам еще вставлю какой-нибудь кусочек видео, потому что сейчас надо ехать будет на почту, и еще заедем в строительный. Ну, там, по поводу ремонта, да, надо выбрать напольное покрытие. И, в общем, там всякие мелочи. Может быть, там что-то красивенькое увижу и вам поснимаю. Вот, но это будет в конце, так как это не вязальное. Вот. В общем, всем пока и до новых видео. Пока-пока.